Сегодня я готовлю свою любимую пиццу на корже из цветной капусты. Начинаю я с ритуала. Отделяю соцветия капусты, вымытой и готовой к преображению. Превращаю ее в крупную крошку на терке. Мне нужны кусочки размером с рисинку. Капуста содержит в себе очень много сока. Чтобы корж не поплыл в духовке, я выкладываю массу в полотняный мешочек. Впрочем, подойдет и кухонное полотенце. Скручиваю его у основания, как тугой сверток, и со всей силы сжимаю, высвобождая максимальное количество влаги. Вы удивитесь, как же ее много. Выделившийся капустный эликсир я не выливаю, я его пью. Переходим к сыру пармезан. Старый, выдержанный, как добрый друг, который всегда рядом. Если у вас большой кусок сыра, как у меня, отрежьте небольшой кусочек для удобства. Натираю сыр на терке, чтобы получилась вот такая мелкая крошка, которая растает в корже хорошо и скрепит капустную основу. В большую миску отправляю выжатую капусту, тертый сыр пармезан и пару яиц комнатной температуры, как символ стабильности и кулинарного порядка. Теперь ореховая часть. У меня собственноручно очищенный и обжаренный миндаль. Видео о том, как это сделать, есть на моем канале. Я не просто измельчаю его в крошку, я вкладываю в него душу. Готовая миндальная мука тоже подойдет. В ореховую смесь я добавляю мой любимый сушеный орегано из Греции. Он придаст совершенно неповторимый аромат блюду. Я растираю его в ладонях до травяной пудры, приправляю солью и перцем, соединяю все ингредиенты и тщательно все перемешиваю до однородной массы. Удобнее всего замешивать тесто руками. Так текстура получается более равномерной. Беру форму для пиццы с перфорацией, чтобы жар проникал глубже. Застилаю бумагой и выкладываю тесто по центру. Аккуратно распределяю по форме, стараясь сохранить одинаковую толщину на всей поверхности. Это лучше выполнять руками. Монотонная работа с тестом – лучшая терапия в конце суматошного дня. Во всяком случае, для меня. Отправляю корж в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут или до очень золотистой корочки. А пока корж в печи, займусь начинкой. Сегодня я использую шпинат. Молодые листья я заранее тщательно промыла и высушила. Теперь мы можем приступить к его обжарке. Сам шпинат почти не имеет вкуса, поэтому я усиливаю его чесноком. Добавляю небольшое количество оливкового масла и быстро обжариваю измельченный чеснок до прозрачности. Добавляю шпинат и даю ему осесть, слегка прижимая деревянной лопаткой. Шпинат готовится очень быстро. Пару минут и снимаю с огня. Даю ему остыть. Для начинки я выбрала сыр рикотта. Выкладываю сыр в миску для смешивания, предварительно слив лишнюю жидкость. К рикотте добавляю бейби-томаты конфи или мелко нарезанные вяленые томаты, как вам больше нравится. Сюда же натираю на крупной терке сыр моцарелла. Для связки добавляю яйца, а для пикантности немного тертого чеснока. Остывший шпинат измельчаю ножом. Если выделится сок, слейте его. Шпинат добавляю к сырной массе. И вот сейчас секрет. Тертый мускатный орех. Он в блюде вроде незаметен, а все ставит по своим местам. Все приправляю солью и перцем и перемешиваю до однородности. Тем временем корж испекся и выглядит просто превосходно. Даю ему остыть пару минут, выкладываю начинку на корж и равномерно распределяю по всей поверхности, чуть отступая от краев. Отправляю снова в духовку на 25 минут. И вот моя пицца готова. Выкладываю ее на большую доску и нарезаю ножом для пиццы на порционные треугольники. Ее можно подавать сразу же, например, с легким салатом на гарнир. Эта пицца стала настоящим хитом в нашей семье. Уверена, она полюбится и вам.